Привет, мои дорогие! Как вы поняли по названию, есть опять же радостные новости. Россия освободила уже около 85% Покровска. Причем это не мое заявление, не чье-то еще, а это Юлиан Рёбке заявил. Это журналист Бильда, истеричка, я вам о нем неоднократно заявлял. Поехали по фронту, а потом уже перейдем в рассуждения там по поводу Трампа. Почему он сказал, пусть они подерутся, потому что у него есть в этом свой интерес. Он хочет кое-что проверить. Ну, короче, там у него свои интересы, как вы понимаете прекрасно. Вся Украина это чьи-то интересы, дорогие мои, кроме как украинцев. Поехали. Южно-Слобожанское направление. Продолжаются тяжелые бои на рубеже Прилипка-Синельниково. В юго-западной части Волчанска российские силы вышли к памятнику самолет, посвященному ДОСААФ, и закрепились в окрестностях перекрестка. Также россияне взяли под огневой контроль дорогу с юго-востока, и теперь ВСУ может снабжать свой гарнизон в оставшейся подконтрольной части Волчанска по земле только через Белый колодец или Волчанские хутора, а также через поля или между ними. Продвижение российских подразделений фиксируется к северу от реки Волчья в районе Тихого. Идут бои за урочище Вершина в районе Марьино. Поехали дальше. Сейчас я отключу звук, потому что, как обычно, вы знаете, когда ты начинаешь что-то записывать, кто-то тебе начинает писать, потому что ты резко ему нужен. 2 часа готовился, никто не писал. Поехали дальше. Это дроновая активность. Войска России за неполный 25 год уже запустили по Украине в 4 раза больше шахедов, чем за весь 24-й, сообщает Sky News со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований. Запущено было 44 тысячи беспилотников шахед и их модификации. Около 64% из них были уничтожены, что меньше, чем 68 в 24 году. Там есть модернизации, я вам прочитаю, вчера я вам читал про модернизацию, ну это герань называется, да, ну в Украине называют это шахед, и от ее, можно сказать, родословной. Там уже появился реактивный двигатель и куча всяких вещей, они уже работают в паре с ланцетами, есть там много интересных новшеств, как говорится. На Константиновском направлении россияне подтягивают силы на южном фланге и развивают наступление в сторону Иванполя через посадки и фермерские хозяйства. Также фиксируется продвижение российских войск в районе Плещеевки, дорогие мои. Как мы видим, да, идет хорошее продвижение по Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской области. Ну, по Луганской там совсем чуть-чуть осталось. Поехали дальше. Вот непосредственно про сами модернизации шахедов, да, как их называют в Украине. Военные эксперты отмечают, что модернизация ударных шахедов россиян может изменить правила игры в украинско-российском конфликте. Апгрейд затронул ключевые компоненты дрона. Во-первых, на смену поршневому двигателю пришли реактивные разгоняющие шахеды до 500 км в час. Это резко сокращает время на реакцию ПВО. Во-вторых, дроны получили элементы бронирования и радиопоглощающие покрытия. Критически важным изменением, по данным некоторых экспертов, стал CRPA антенн из крыльев внутри фюзеляжа в центр дрона. Ну, я вам об этом говорил, они уже бьют тревогу. Украинские специалисты встревожены такими изменениями. Отмечают, что это радикально повышает устойчивость навигации к помехам и затрудняет подавление сигнала существующими системами РЭП. Еще один важный момент – это оснащение искусственным интеллектом. Обнаруженные в обломках шахедов процессоры машинного зрения позволяют дронам лететь по координатам, не полагаясь на спутниковый сигнал, который можно заглушить. Это и другие модернизации, по оценкам аналитиков, свидетельствуют об уверенности России в долгосрочном сотрудничестве с партнерами, в частности по поставкам необходимых из Китая. Примечательно, что технологические улучшения отразились и на тактике России. Теперь дроны атакуют скоординированными стаями, часто в паре с ударными ланцетами. Ланцет — это очень страшная штука. Это прям вообще... Я вчера читал в Шахтинске, по-моему, Новошахтинске, это рядом, по-моему, недалеко от Павлограда, там размотало ВСУшников, которые куда-то там передвигались, и погибли мирные люди, которые просто там вышли за хлебом. То есть оператор влупил между двух машин ВСУ, да, там джипа одного и буса.
И там просто местные, которые переходили... Я просто рассказываю о ее разрушающей силе этого ланцета, да, от этого боеприпаса баражирующего. То есть он влупил между ними и размотало кучу людей. Поехали дальше. Сейчас, дорогие мои, еще тут за кое-чем слежу. Они все чаще используются не только для ударов по тылу, но и для поражения передовых позиций, действующие как инструмент воздушной поддержки. Масштабное производство, по некоторым данным, исчисляемое тысячами единиц в месяц, создает постоянное и высокоинтенсивное давление на всю систему обороны Украины. Это, опять же, Military Public украинский пишет. Я продолжу по поводу этих людей мирных. Украинские новости ничего по этому поводу не написали. Я имею в виду про военных. Там где-то 6 или 8 военных. Картина жуткая, там оторванные головы, ноги военных имеется в виду. Потому что там человек показывал, как это выглядело. Я выкладывал в Телеграм. Жуткая картина на самом деле. Но Украина может сказать, что вот Россия ударила по мирным. А то, что главная цель была как раз вот эти ВСУшники, которые там стали, я не знаю, что покурить или что они там стали. Их заметил дрон, просто обычный разведчик, и дал координаты, и туда прилетел ланцет. Это ужасная фигня, на самом деле. Это просто ужасно. Бедные люди, там тоже женщина очень сильно пострадала. Прямо очень сильно, я вам скажу. Поехали. Сейчас вот уже один из военнослужащих, который в 25-й бригаде, Гера его зовут, рассказывает, что за один только заезд в Покровск уже можно давать орден. Слушаем его внимательно, что он говорить на українському, я потім переведу. На даний час заїхати в Покровськ, це вже можна людям давати за мужність. Тримати оборону в цьому населеному пункті дуже тяжко. Противник постійно дуже інтенсивно працює, в них дуже розвинута безпілотна система. Можуть тупо цілий день працювати з кидами FPV, поки повністю позицію не знищать. Теж обережно працюємо, щоб особовий склад себе не виявив, то передвигаємося в пішому порядку. Це час і так само все одно противник виявляє. На даний час проблема це в забезпеченні позицій. Це провізії, зарядних батарей, які радіостанції заряджають, вода, зараз теплі речі. Це все доставляється великими бомберами, да, там, всіми можливими шляхами, які можна зайти доставити. Я думаю, хватит. Украиноязычная аудитория услышала все. И вот хочу как раз перевести. Ну, это непосредственно с этого паблика пишется, где я его нашел. В его словах нет ни бравады, ни пафоса, а усталость. Обеспечение города стало почти невозможным. Даже доставить воду или аккумуляторы теперь означает пройти через зону смерти, где каждая колонна видна с неба. Российская беспилотная сеть на этом направлении работает как часы. Она фиксирует каждое движение, каждую попытку снабжения, каждый шаг, который становится вопросом выживания. Военные признают, ситуация в Покровске все больше напоминает суджу. Ну, об этом там и Мучной говорит, уже матерился там во всю Мучную по этому поводу. Тот же узкий коридор, через который бойцы выходили под обстрелами, теряя товарища и технику. Только теперь масштабы другие. Город фактически в окружении, логистика на грани, а некоторые подразделения уже зажаты в котле. На этом фоне Зеленский заявляет, что у России нет успехов в Покровске. Ну, понятно, я вам об этом читал. Я не буду читать вот эту вот часть этого всего, поэтому... Останемся без комментариев этого всего. Антикриз Зеленского мы все прекрасно знаем. Вот два скриншота, один верхний, другой нижний. Вот по ним мы ориентируемся. Верхний первый, нижний второй. Россияне на северо-востоке Покровска взяли в клещи последний район многоэтажек. На втором скриншоте, это который ниже, карта от автора картографа ВСУ, как видим, от версии российских пабликов, она мало чем отличается. Российских пабликов, та, которая сверху. Лишь пару незначительных деталей. Захват этого участка города значительно усилит возможность россиян по контролю отхода ВСУ из Мирнограда. Между ним и Красным Лиманом на другой стороне горловины всего чуть более 5 километров. А по сравнению с битвой за Авдеевку, беспилотные силы россиян совершили и количественный, и качественный скачок. Поэтому отход из Мирнограда будет для ВСУ сложнее даже на нынешнем этапе, не говоря уже о возможном сужении горловины.
Мирноград и окрестные села содержат 2 бригады. 38-я морской пехоты и 25-я воздушно-десантная. Учитывая существующий недокомплект личного состава, отсутствие ротаций и снабжения, а также то, что вспомогательные подразделения бригад вряд ли находятся внутри мешка, можно предположить, что потенциально заблокировано не более несколько тысяч человек. Однако это все равно по нынешним меркам много. Плюс это элитные бригады с большим количеством добровольцев и мотивированного личного состава. Хочу подчеркнуть, это те, которые у нас готовы убивать, как они говорят, русню. Вот они. Вот эти, которые сдаваться не будут. То есть, которые на 100% замотивированы. Я убираю скриншоты эти. Дорогие мои, а потери при выходе, причем как людей, так и материальной базы, то есть имеется в виду техники, могут надолго перевести обе бригады в категорию небоеспособных, которых нужно будет отводить в тыл на восстановление. А учитывая общие проблемы с личным составом, которые в том числе и привели к прорыву Покровска, может так произойти, что именно этих 2 бригад не хватит, чтобы занять оборону на следующем рубеже. Дорогие мои, снова начнется просачивание, потому что нет ресурсов для уплотнения порядков, потому что эти самые ресурсы были сточены в Покровске и Мирнограде. Или, может быть, еще более смешно, даже не сточены в Мирнограде, а потеряны при отходе, дорогие мои, из него на день или на неделю позже, чем следовало бы, дорогие мои. Так что... Интересная, да, констатация как раз тех фактов, которые происходят непосредственно на фронте с теми, которые предоставлял нам вчера Зеленский. Я и его предоставил. Я понимаю, что у нас всех тошнит от него, но хотелось бы поставить в сравнение его полеты где-то в каких-то его фантазиях, да, кокаиновых, с реальностью, которая происходит на Земле. Вот непосредственно статья от самого Юлиана Рёбки. Армия России захватила уже около 85% Покровска, заявляет военный обозреватель Юлиан Рёбки. Признаков того, что украинское контрнаступление на севере города меняет ситуацию на местности, нет, пишет он, дорогие мои. Хотя Зеленский вчера говорил о том, что там все в порядке, там 60 человек, мы их убиваем, утилизируем и все. В таком духе. Так, ястреб войны прилетел в Киев. Это Мэтью Уитакер. Не путаем с Уиткофом, потому что многие путают с Уиткофом. Нет, Уиткоф это миролюбивый еврей с русскими корнями, поэтому он точно не относится к ястребам войны. Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям Трампа, единственный жизнеспособный путь вперед. Это вот такие недвусмысленные. На самом деле он приехал для того, чтобы получить более, так сказать, явную картину. Но так как мы знаем, я уберу эту рожу зеленую, потому что она меня бесит, и думаю, многих из вас. И хочу сказать, что Трамп получает такие сигналы, причем уже непосредственно там от конгрессвумен, да, которые подарили шоколадку с фразами «Путин» и так далее. То есть Дмитриев наладил уже мосты непосредственно, которые заносят информацию недвусмысленную Трампом, да, точнее Трампу. И российская, да, там сторона заявляет о том происходящем на фронте в данный момент, а Зеленский заявляет совсем другое. Так вот, для этого и присылают вот этих вот Уитакеров, да, которые приезжают для того, чтобы посмотреть. Но, опять же, весь офис царит теплыми ваннами. Они его нагрузят. То есть, они ему не дадут ни одного мучного, да, там ту же безуглую, которая расскажет реальную ситуацию на фронте. Объясню, в чем проблема. Если реально заявить, что происходит на фронте, реальную картину нарисовать, Трамп скажет: все, стоп. Стоп, потому что он решит лишиться тех вот кировоградских, да, своих там копанок, которые он уже там отжал у Украины, да, и других каких-то мест. Все это прекрасно понимают. Особенно если мы там уже проходим Запорожскую, Днепропетровскую, валится фронт, Россия идет, режет ножом, и уже подключится Беларусь, ну, белорусская сторона к этому, для того, чтобы это все как можно быстрее отрезать Киев там от Западной Украины.
И они это также прекрасно знают, и Трамп уже скажет: все, окей, мы готовы, ну, идти на переговоры на условиях России. Мы все прекрасно помним, что он остановил все благодаря тому звонку, который сделал Рубио Лаврову. Лавров сказал, что для нас вот эти вот вещи, и для украинцев они важны. Понимаете? Возврат в Украину Зеленского, ну это просто, это концлагерь, самый натуральный. Вот они сегодня там посадили женщину за тиктоки. Они меня хотят посадить за тиктоки, за YouTube. Они хотят Ширя посадить за тиктоки. Они хотят много кого посадить. Всех блогеров они хотят посадить. Я знаю там блогеров, которые вообще дупля не отбивают, они там топят за Украину, да, в какой-то момент они что-то говорят не то, и все, и на них там скам, они сразу же попадают в сайт Миротворец, дорога ему в Украину закрыта, и он сидит и продолжает дальше топить за Украину. Окей, закончится война, ты приедешь туда и пойдешь сразу же в тюрьму. И это в Украине Зеленского. Другие абсолютно понимают, что если поменять режим Зеленского, а Россия это как раз и хочет сделать, поменять на дружественный режим, то у людей, которым идут эти все обвинения, да, у них не будет, как говорят, да, там, амнистии. Их просто аннулируют эти статьи, да, это называется реабилитация. И люди смогут себе жить нормально и продолжать свою жизнь. До войны, дорогие мои, вы меня не знали, и все. И война закончится, я уйду в свою жизнь. Посвящу ее там детям и всем остальным, понимаете? И вот как раз вот сейчас вот я сижу на этом информационном фронте для того, чтобы осведомлять вас о том, что происходит, для того, чтобы никто не сделал ни шаг влево, ни шаг вправо. И так далее. Конечно, я еще какой-то период буду рассказывать о каких-то политиках зашкварных и так далее. Но задача России как раз освободить Украину от режима Зеленского. То есть убрать этот концлагерь и перестать душить людей, которые живут там. Живут в Украине. Вот в чем дело, дорогие мои. Вот почему прибывают эти черти, потому что они... Украина полностью уже вассальна под Америкой и другими странами. Она же себя уже продала полностью, там нет ничего. И они боятся, что когда зайдет туда Россия, все эти договора, все эти деньги, которые были потрачены, уйдут просто в тартарары. Вот что они боятся больше всего, поймите. Украина, она не самостоятельная страна. Это страна, которая под кем-то, под каким-то управлением. Поймите же это. И они боятся потерять ее. Она уже принадлежит давно им. Потому что людей за людей не считают. Она принадлежит часть Украины Кучме, а остальная часть принадлежит уже иностранным партнерам, которым Кучма попродавал. Для того, чтобы они защитили Кучму и его весь режим, дорогие мои. А теперь вот как раз эта статья за ТикТок. В Одессе осудили женщину за публикацию в ТикТок видео мобилизации. Хочу сказать тоже, вот сейчас отойду от этой ее статьи, хочу сказать одну интересную вещь, что я, находясь в Одессе, рассказывал о коррупции, о схемах и все остальные. У меня большая аудитория в Украине, и одесситы, прям вот я иду по улице, по Одессе, да, все здороваются, все на рынок, куда угодно. Все меня узнают, все здороваются, все меня там знают, благодаря ТикТок. И вот я читаю дебилов отбитых, да, которые... Я даже встречаю там, как некоторых, там зашел в магазин к одному, он говорит: ну, конечно же, ты же мужиков выводил. Ну да, я их в Украине, сидя в 23-м году выводил. Поэтому СБУ меня отправила ко мне дебила этого Ганула, слава богу, он 1,5 метра под землей, который убил 48 одесситов и спалил их, да, в Доме профсоюзов. За то, что я вывожу мужиков. В Одессе я сижу, дебил ты квашеный, и вывожу мужиков, рассказывая о коррупции, о всем остальном. Вот это вот мозг, вот этой вот, понимаете, дебильной улитки, которая ведется на те слова, о которых как раз и говорит СБУ. Вот, пожалуйста, вам пример. Женщина показывает в ТикТоке мобилизацию. 5 лет ее приговорили к тюрьмы со сроком на 2 года испытательным. Препятствование, внимание, статья за препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Женщина опубликовала на своей странице где более 150 тысяч подписчиков, десятки видео с работой ТЦК с комментариями, которые по версии следствия имели деморализующий эффект, призывали уклоняться от службы и могли быть использованы Россией. Вот то же самое инкриминировали и мне, что у меня ТикТок-канал, который был за мир, да, за то, чтобы Украина была, не дралась с Россией, да, и
были как мирные государства. Ну вот за это меня как раз и хотели убрать, можно так сказать, и продолжают дальше. Канал-то растет. Вот опять же этим улиткам тупорылым хочу рассказать, что на данный момент я выставил статистику, да, русскоязычной аудитории и украиноязычной суммарно. Это 301 миллион из 301 миллиона уникальных зрителей, которые знают меня, по всей планете я имею в виду, потому что шарик-то крутится, русскоязычные везде находятся, и украиноязычные везде находятся. 39 миллионов – это та аудитория моя. 30 миллионов – это в ТикТоке, там даже около 32. И 9 миллионов в Ютубе. Это уникальных зрителей, которые смотрели меня. Это, если взять, это около 15% от всей суммы. Это около 15%, ну там 13 чем-то. От всей суммы, всей аудитории русско- и украиноязычной. Вот за что эти уроды хотят мне рот закрыть. Понятно, что на ту же аудиторию там работают другие, там я вам покажу там голову, которая работает. Но опять же, это же русскоязычная аудитория на самом деле. А они тупые там рассказывают, что я там мужиков выводил, из-за этого они меня хотят и убрать. Куча военкомов выводят мужиков по 20-30 тысяч долларов берут с каждого, это я вам скажу. Дальше СБУ делает специально там фейковые, 29 фейков моих ТикТок аккаунтов, которые пишутся «Вывоз из Украины». Обманывают людей и пишут на меня статью. Понимаете? Все равно на него все попрет. И вот составляют эту статью, отправляют ее в Испанию для того, чтобы меня вытащить и выкурить оттуда. Ну, отсюда, из Испании. Еще там куча всех подключают, дорогие мои. А эти тупые улитки как раз думают, что из-за этого. 39 миллионов ты, тупорылая ты, блин, улитка. 39 миллионов людей. И там какой-то там минимальный процент. Человеку, который сидит в Америке, нужен выход из Украины? Или в России? Или в Беларуси он сидит? Или в Казахстане? Ему нужен выход из Украины? Улитка тупорылая. Так выбешивает, серьезно я вам говорю. Прямо вообще. Я стою с ним, разговариваю, он говорит, а, конечно. Иди нахер. Все, сразу же, иди нахер. Даже говорить с тобой не хочу. Такой тупой вообще. Поехали, дорогие мои. Про колумбийцев теперь. Около 2000 колумбийцев воюют в ВСУ. Есть целые роты южноамериканцев, пишет Die Welt. Например, пехотное подразделение 49-й бригады преимущественно состоит из колумбийских бойцов, а также нескольких чилийцев и бразильцев. Украина вербует их из-за нехватки личного состава. Ну, 2000 вообще погода не делает. А они записываются ради денег. В Колумбии зарплата солдат крайне низкая. В Украине солдаты на передовой обычно зарабатывают чуть меньше, дорогие мои, 3000 евро в месяц. В отличие... Я что-то в это мало верю. В отличие от украинских солдат, иностранные рекруты могут расторгнуть контракт в любое время. Тоже хорошая опция, да? В начале войны брали только иностранцев с опытом военной службы, но сейчас Украина смягчила требования и берут всех подряд. С начала войны только в сухопутных войсках ВСУ присоединилось около 8000 наемников из десятков стран, включая Германию, дорогие мои. А теперь я хочу вам показать еще одну голову, которую вы все прекрасно знаете. И вот эта голова тоже освещает на 301 миллион русско- и украиноязычных. Слушаем, что говорит эта голова. Она, конечно, такая не очень серьезная, как аналитически, но иногда можно послушать. Им сейчас дай 500 тысяч войска и американцев, да, и 10 авианосных ударных соединений, они же и вот так они будут применять и их тоже. И спутниковую группировку, и все томагавки мира, и так далее, и так далее. Понимаете, как этот человек делает одно, так он и делает все. Если ты борешься на 4-й год войны из 4-й серии «Игры престолов», не способен решить проблему мобилизации, решая ее, когда все уже безнадежно, когда стремительно развивается фронт в Днепропетровской же области, то твои умственные и организационные способности начинают вызывать руководство, начинают вызывать сомнения. А это когда нет ничего хуже, когда боец или потенциальный боец сомневается в адекватности своего руководства. Теперь смотрим на эту всю купинскую историю и покровскую историю. Это сплошной поток брехни. И все, кто в армии, либо близок к армии, а у нас 1 миллион в вооруженных силах, а значит умножайте на 3-4 миллиона членов семей, то есть каждый знает либо воюющего, на связи с ним находится, либо имеет члена семьи, знает, что сейчас высшее военно-политическое руководство страны прямо брешет по поводу ситуации в Покровске.
На этом, дорогие мои, новостей есть много, а не политических. Я сейчас держу линию фронта непосредственно, потому что там сейчас происходит вот тот перегиб всей Украины, можно сказать, обороны Украины, да, как они любят говорить, там эти войны обороны и силы обороны. Вот сейчас там идет тот перегиб, о котором я всегда говорил и называл его арбузной коркой. То есть они сами жалуются на то, что из-за недостатка растяжки, между которыми как раз заходят, просачиваются российские ДРГ-группы, которые потом уже аккумулируются в огромном количестве и заходят им в тыл и ликвидируют их там. Поэтому, дорогие мои, сейчас это важнее, потому что Трамп не делает каких-то заявлений, он там сейчас по Нигерии работает, я тоже разберу этот кусок, почему именно Нигерия, какой же он там интерес увидел. Ну и сегодня у него также спрашивали, будет давать он томагавки Украине, он сказал, что не будет давать, ну и по Венесуэле также говорит, что не будет. Хотя лукавит, что с одной, что со второй стороны. Мне кажется, что сейчас идет подготовка как раз к дальнобойным ударам по России, там, с участием томагавков. Также немцы сказали, что не будет давать таурсы, хотя они есть. Немцы просто боятся потом впоследствии, именно впоследствии, да, платить репарации огромным количеством матерей, жен и детей, у которых погибли отцы. Я думаю, с двух сторон. Ну, вот, как я и сказал, Арестович хоть 1000 томагавков отправляет, это ничего не поменяет. Потому что, давайте я подкорректирую немного Арестовича. Победа Зеленского будет такая же, как те 2 миллиарда деревьев, которые он обещал. Те $4000, которые он учителям обещал, те условия по миру, которые он обещал, и многое другое. То есть не будет у него ничего. Он врал и будет врать. Врет и будет врать. И у вруна не будет никакой победы. Какая может у него быть победа, дорогие мои? Никакая. Подписываемся, мои дорогие. И мне нужно сейчас очень много времени посвящать то, что происходит, потому что скоро будет суд, дорогие мои. Сейчас собираем факты по многим. Потому что тут прекрасно понимают масштабы. Тут не такие улитки тупорылые, как есть у нас. К сожалению, их достаточное количество, которые считают, что тут понимают масштабы проблемы. Почему Украина это делает, дорогие мои. И также других она хочет вытянуть. Всех обнял.